Год начинается на самых полных оборотах. Круче просто быть не может. Привет, YouTube, привет, сообщество. Сегодня знакомимся с бронзовой линией Ультратек. Сегодня на обзоре сразу два ножа. Это бронзовая линия модели Slim и Chest. Если вы впервые на канале, то меня зовут Кесов Руслан, и уже 10 лет я записываю ролики про ножики и выкладываю их в интернет. Приятно познакомиться. Но если вы не в первый раз на канале, то знаете, что мои обзоры редко бывают именно обзорами. В чем, собственно, смысл? Но чаще всего так получается, что я далеко не первый, кто делает обзор на ту или иную модель ножа. И зачастую вся практическая информация в сети уже есть. И именно поэтому я стараюсь, что называется, дать точку зрения с другого угла. Стараюсь найти идею, стараюсь посмотреть на ножи в разрезе производителя, ну и все в таком духе. Вот сегодня будет не так. Сегодня будет именно обзор, потому что это новинки и это бомба. Я не шучу и не преувеличиваю, это бомба. Ну давайте сразу и ударно. Slim Elmax на 64 единицах по шкале Роквелла. Вам мало? Хорошо. Толщина клинка 2 мм. Этого достаточно? Нет? Ну хорошо. Сведение при заточке на 36 полных градусов составит 0,3 мм. Длина режущей кромки 100 мм и вес ножа 70 граммов. Я фиксирую Elmax 64 HRC, сведен 0,3, толщина 2, при длине 10 см, весит 70 граммов. Есть желание поговорить про конкурентов? Хотя бы аналоги-то есть вообще хоть где-нибудь? Вот то-то и оно. Ну, конечно же, старожилы сразу скажут: Руслан, все это замечательно, все это хорошо, Ультратек, собственно, всегда делал космические вещи. Без шуток, парням респект. Это да, но ты ж понимаешь, стоят их ножи плюс-минус как крыло от самолета. Да, ножи классные, но для большинства людей это скорее, что называется, спортивный интерес. Отвечу, вы как обычно правы, ну почти правы. Собственно, бомба тут и начинается. Что вообще такое бронзовая линия компании Ультратек? Но если кратко, то идея бронзовой линии крутится вокруг двух фраз: рабочий нож и серийное производство. И вы абсолютно правы, компания Ультратек известна дорогими и технологичными ножами. Золотая серия — это всегда крайне малый тираж, зачастую вообще единичные изделия. Это всегда сложное комплексное ТО, ручная обработка всех деталей, редкие дорогие материалы, и все в таком духе. И ножи получаются невероятно красивые, сверхпроизводительные и очень дорогие. Задача бронзовой линейки очень простая и совершенно обратная. Грубо говоря, насухо выжать модель ножа, оставив как можно больше рабочих характеристик, при этом за счет серийного производства дать пользователю максимально комфортный прайс. Теперь давайте по порядку разбираться с моделями, вникнем в детали, поймем задачи, заложенные идеи и в конце разберем эргономику. Естественно, оба ножа прошли тесты. Slim — это первый полноценный слип-джойнт Ультратека. Slim — это полноразмерный складной нож с длиной клинка чуть больше 10 см и режущей кромкой в 100 мм. На клинке сталь Elmax на твердости в 64 единицы по шкале Роквелла. Кстати, Ультратек заявляет 64 единицы. При этом режим термообработки предполагает и 65 единиц. И такие клинки тоже есть. Форма клинка — классический немодифицированный Варнклифф. Толщина клинка заявлена в 2 мм. Я намерил 1,96. Вес ножа 70 граммов. Рукоятка Slim изготовлена из алюминия D16T. Вставка рукоять сделана из микарты. Вставка удерживается рукоятки двумя винтами под Torx T8. Сами винты Slim изготовлены из нержавеющей стали 1,4057. А вот коромысло слип-джойнта изготовлено также из нержавеющей стали, но здесь материал сложнее. Для коромысла используется сталь 95К18 на твердости в 54 единицы по шкале Роквелла. На слиме использованы шайбы старопласта. Отдельно нужно остановиться на финише спусков обоих ножей. И Slim и Chest выполнены по схожей технологии. Сложно сказать точно, кто именно был родоначальником идеи. Сообщество сходится к Дагу Риттеру. Считается, что именно Даг Риттер предложил идею так называемого рабочего финиша спусков. В сущности, это комбинация шлифовки, пескоструйной обработки и галтовки грубыми телами. Идея финиша проста – получить поверхность клинка визуально устойчивую к повреждениям и царапинам. Эту идею успешно развил Рик Хиндерер на своих ножах XM18. Уже впоследствии компания Zero Tolerance на некоторых ножах дизайна Рика Хиндерера применяла тот же финиш.
Ультратек идет тем же путем. Финиш ножей бронзовой серии создан максимально рабочим, визуально устойчивым к царапинам. Вообще, слим-нож предельно понятный, что называется чисто выполненный, от начала и до конца. Но взять хотя бы применение шайб из таропласта. Ставить подшипник на слип-джойнт неразумно. Слип-джойнт — это двурукое открывание, фиксация в промежуточном положении и беззамковая конструкция. Подшипники ничего положительного не дадут, а вот толщину ножа увеличат. Слим — это очень много ножа на маленьком размере. Толщина рукояти в самом толстом месте 9,6 мм. Чест — это полноразмерный складной нож с токами, уходящий в золотую серию, в одноименную модель. И если слим — это подчеркнуто сверхлегкий агрессивный резак, то чест — это скорее нож общего назначения. Конструкционно чест — это флиппер с замком лайнер-лок. Плашки рукояти с двухсторонней фрезеровкой также выполнены из алюминия D16T. Клипса на чести титан с 3D-фрезеровкой. Лайнер на ноже также изготовлен из титана. Гайки и оси на чести нержавеющая сталь 1.4057. Отличия честа и слима очевидны. Если слим — это узкий и тонкий профиль, то чест, напротив, наполненная и сформированная рукоять. Слим — это слип-джойнт без замка и без клипсы. Чест, напротив, лайнер-лок, флиппер и клипса глубокой посадки. Если слим — это шайбы из таропласта, то чест выполнен на подшипнике. Вообще идеи ножей проявляются во всем. Если слим — это в первую очередь агрессивный резак, его епархия коробки, EDC, продукты, пикники, все в таком духе, то чест — это все вышеперечисленное, плюс ко всему силовая и грубая работа. Смотрите, во-первых, крупная наполненная рукоять, лишенная каких-либо насечек и грубых элементов. Во-вторых, толщина клинка на чести 3,9 мм. В-третьих, твердость клинка на чести тоже отличается. Если слим — это 64 единицы с допуском на 65, то чест — это 63 единицы с допуском на 64. Сведению честа идентично слиму и составляет 0,3 мм. Вес честа составляет 120 граммов. Оба ножа классически исполнены с точки зрения будущей заточки. У обоих ножей достаточный чойл и плоскостный участок крупного размера. По итогу ножи будут затачиваться на любых системах без каких-либо дополнительных ухищрений. Собственно, нам пора переходить к тестам, к заточке и результатам тестов. Тесты на канале идут очень давно, и вся информация про тесты есть в описании к видео. Затачивались оба ножа стандартно для Elmax, то есть без проблем. Elmax — это довольно пластичная сталь, и заусенец в теории может о себе напомнить, но для этого нужно отдельно сильно стараться. И вообще, в целом, заточка прошла ровно и спокойно, а вот сами тесты прошли значительно интереснее. Результаты, собственно, перед вами, и я напомню, что слим — это 2 мм толщины клинка и 64 HRC. Чест — это почти 4 мм толщины клинка и 63 HRC. Какие мы с вами можем сделать выводы? Во-первых, толщина клинка не играет существенной роли в подобной работе. И это абсолютная правда. Куда важнее толщина сведения на результирующем угле. Во-вторых, эргономика слима совершенно не подходит для плотной силовой работы. И это тоже абсолютная правда, и вот в этом давайте разберемся. Почему же такая разница, хотя, казалось бы, у слима больше потенциала на результат, чем у честа? Ответ кроется именно в эргономике, а точнее в сочетании формы, геометрии и эргономики рукояти, в самой механике реза. Посмотрите внимательно, как именно происходит рез каната честом и слимом. Когда работает чест, почти все время происходит режущее движение. Клинок проходит сквозь канат, прорезает его, и в самом конце амплитуды происходит рубящее движение. Финиш реза. Ударная нагрузка приходится на 1/5 клинка максимум, а то и меньше. И вот такой характер реза вполне типичен и незначительно отличается от ножа к ножу. В таком характере реза лишь малая часть клинка испытывает ударную нагрузку. Ситуация со слимом кардинально другая. Здесь у нас не модифицированный варнклифф. Long story short. При резе варнклиффом удар получает вся длина режущей кромки при каждом разрезании каната. Буквально вся и при каждом разрезании. Клинок слима нагружен в подобной работе намного сильнее, чем клинок честа. И это очень важная информация с практической точки зрения. Варнклифф имеет неоспоримые преимущества при вскрытии коробок, надрезах, при прорезаниях. Это агрессивный рез в своей сути. Но ничего не бывает бесплатно. В силовой работе клинок честа выиграет и выиграет с заметным преимуществом. И разумеется, рукоять честа свое отработала.
плотная крупная рукоять, как и ожидалось, выступила практически идеально. А вот самое интересное, перед вами микроскопия Слима после теста. Больше 3000 нагруженных ударов по режущей кромке не оставили каких-либо серьезных последствий. Мы с вами хорошо помним, как товарищ с Элмаксом на борту отработал консервную банку. И вот сейчас совершенно другой нож, другая геометрия, другие задачи. И тот же результат. Очень приятно, что Элмакс от раза к разу работает без нареканий. По итогу вы скажете: Руслан, действительно, ты знаешь, интересные и достойные внимания ножи. Ну вот только все как всегда, ну вот сам посмотри. Slim — это осевой под Torx T8, и это замечательно. Torx T8 у всех есть, ну вот буквально. Torx T8 есть в любом наборе торксов. Будь это автомобильный набор, набор из строительного магазина, набор нажимана, Torx T8 будет в наличии. Супер. Но блин, Руслан, а вот это вот что за чудо-юдо осевой на чести? Вот эти выверты, вот они зачем? Вот как всегда все, вот надо вот выпендриться и сделать типа крутую фурнитуру. А что разбирать это потом сложнее будет, не думает никто. Ну вот зачем так, а? Ну рабочий же нож. Я отвечу: вы знаете, вот тут вы не правы. Собственно, именно это был первый вопрос, который я задал Валентину. А почему на Слиме Torx T8 на чести хитрые винты? Валентин посмотрел на меня, что называется, с осуждением, и ответил: Руслан, на Слиме винты с торксом, потому что на Слиме шайбы старопласта, и на Слиме идет борьба за толщину. А на чести, Руслан, не винты, на чести гайки и оси. И такая конструкция осевого узла необходима, чтобы получить заданный уровень силы и точности прижима для конструкции. Видите ли, друзья, я, наверное, забыл упомянуть, но на чести впервые на серийном складном ноже применен двойной радиальный подшипник. На современных ножах применяется тип упорных подшипников, а на чести принципиально другой – двойной радиальный подшипник. Основная идея такого подшипника – это нейтрализация продольного люфта на уровне конструкции, высокая плавность хода и простота сборки. Так называемая проблема зазора между осью и клинком: если зазора не будет нормального хода, а если будет продольный люфт. Вот это в двух словах о задачах радиального подшипника. Я надеюсь, мы с вами посвятим этой инновации, двойному радиальному подшипнику, целый материал и разберем его детально. Slim — это невероятная пушка, но Chest — это принципиальный, совершенно новый осевой узел. Я же говорю, год начинается на самых полных оборотах. Оба ножа получились во всех смыслах, и самое приятное, что идея бронзовой линии отработана на все 100. В ножах нет ничего лишнего, нет никакой нагрузки мимо кассы, нет технологий ради технологий. И вы знаете, не то чтобы я был против, я в большинстве случаев как раз за рюшечки. Но в данном случае получить высокопроизводительный, логичный нож за разумные деньги – это дорогого стоит. И оба ножа, без всяких «если», заслуживают пристального внимания. Slim – это легкий, тонкий, агрессивный резак. Chest более универсален, более привычен. И оба ножа технологичны в самом правильном понимании этого слова. И если вы с ножами на «ты» имеете опыт и понимаете вопрос, оба ножа можно смело брать в расчет. Ну а если же вы новичок, начните с Честа. У него выше устойчивость, шире круг задач, плюс ко всему. Slim – это крупный и очень резучий нож без замка. Такой нож требует к себе некоторого уважения. Вот такое у нас, друзья, начало года. Вот такими получились ножи бронзовой линии Культратека. Почти 4 года прошло с первого теста Сварна. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Ребята, я вами очень горжусь. Ну а на сегодня все. И если материал вам понравился или был полезен, поставьте, пожалуйста, видео лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. До новых встреч и пока!